d'amour que l'on sait que je vais, et que le temps a des articulés, jour après jour. Laisse-moi penser, tant d'amour, pendant qu'elle s'étouffait dans ses sanglots, l'espace d'un baiser. Суюнши, друзья, что означает с казахского «прекрасная новость». Димаш едет в Америку. Теперь мы сможем делать не только видео о Димаше, но и вести прямые репортажи о Димаше и развитии его творчества в Америке. Лос-Анджелес неподалеку от Сан-Франциско. Я делала несколько видео об Америке, но одно из них я хотела бы обратить ваше внимание. Где будет жить Димаш после инаугурации? В видео я достаточно скрупулезно рассказала о визе O1, EB1 и EB2. И я думаю, что какую-то лепту данным видео сделала и я, чтобы Димаш окончательно решил приехать и постажироваться в Америке. Ссылку на видео я оставлю в описании под видео. Приезжайте и вы, друзья, к нам. Ведь у нас в Сан-Франциско создан фан-клуб Димаша Кудайбергена. Мы обязательно должны с вами встретиться и обменяться информацией о Димаше, о его творчестве. Если у вас есть туристическая виза, это замечательно. Но если возникают трудности с туристической визой, вы можете приехать и по студенческой визе, но не менее чем на 2 месяца. Многие ошибочно полагают, что если студенческая виза, то нужно быть студентом. Нет, достаточно быть слушателем одной из языковых школ, оплата которой совсем недорогая. И второе, никакое значение не имеет ваш возраст. Я училась и с 75-летними, и даже с 80-летними слушателями школы, которые приезжали погостить у своих внучат, либо с маленькими внуками погостить у родственников. Подробная информация на видео на другом канале. Ссылку на видео я оставлю в описании под сегодняшним видео. Итак, друзья, сегодняшнее видео у нас посвящено тому, могут ли и Димаш, и Сундет Байгожин приехать сюда одновременно на стажировку. Сейчас мы будем с вами разбираться в этом. Я попросила бы подписаться на мой канал и поставить свой лайк. Это для меня очень важно. Давайте начинать наше видео. Что говорит Димаш о Сундете Байгожине, мы знаем. А как Сундет отзывается о Димаше, давайте послушаем. Нам это важно, потому что Димаш очень ценит дружбу между ними и даже называет его братом. Недавно я прилетел вместе с Димашем, и сейчас вспоминаю его песни. Хочу сказать, что в эстраде мне по душе творчество Димаша, потому что он очень серьезный, с чистыми намерениями. Песни, которые он поет, имеют смысл, музыка и слова дают очень серьезное назидание. Он возродил песенную культуру эстрадного искусства с новой стороны. Он прославляет культуру нашей страны, казахскую домбру прославляет и показывает все это с правильной стороны. Меня радует то направление, в котором развивается его творчество. Немного о Сундете Байгожине. Свое имя артист ассоциирует с личностной цельностью и наполненностью изнутри. Он заслуженный деятель Казахстана, часто бывает в Италии. Последнее его посещение в Италии было связано с его работой в Римском оперном театре. Он был приглашенным солистом. Я бы хотел, чтобы Сундет Байгожин сказал свое слово в мировом оперном искусстве. Вот это для меня очень важно. Потому что это намного сложнее. Я ожидаю очень многое от него. Я думаю, он тоже всю жизнь будет искать, будет совершенствоваться, и все будет прекрасно. Сундет Байгожин подчеркивает, что методика работы в театрах очень сильно отличается. У нас в театре штат, и мы исполняем несколько ролей в зависимости от голоса. За рубежом в театре объявляют конкурс, слушают голос. Если понравишься, то заключают договор. У них одна опера ставится по 6-8 раз в год. И таким образом театры могут взять на работу по конкурсу артистов со всего мира. Часто задают вопрос Сундету о том, что его театр «Астана опера» недавно всему миру была продемонстрирована опера «Абай». Какое значение это имеет лично для него? И Сундет отвечает: «Мы хотим, чтобы в репертуаре всего мира включали казахскую музыку». Казахское оперное искусство существенно продвинулось вперед. Язык, певческое мастерство, понимание бельканта – все эти качества казахстанского оперного пения соответствуют требованиям мирового уровня. Например, зритель в Италии по-настоящему полюбил казахское искусство. У нас были настоящие казахские костюмы, исполнялась казахская симфоническая музыка. Мы показали, какие традиции, танцы и другое было у казахов в этой опере. Зарубежный зритель привык видеть только свою оперу, но казахская опера существенно отличается. И зарубежный зритель спрашивал:
какие у вас еще есть оперы? Когда приедете? Когда привезете? Мы будем ждать. Часто задают вопросы Сундету Байгожину о преемственности поколений. Он отвечает: этот вид искусства не допускает приходящих и уходящих людей. Опере нужно посвящать всю свою жизнь. На смену нам приходит новое поколение. Сегодня видны молодые таланты, и не хватает зарубежного опыта. Было бы очень хорошо, если бы проводили стажировки для молодого поколения. И еще было бы неплохо, если бы и мы приглашали зарубежных преподавателей. Они давали бы мастер-классы. Я, как молодой человек, поверил в себя только тогда, когда стал выигрывать международные конкурсы. Это было в 23-24-летнем возрасте. Тогда я и решил заниматься оперным искусством. До этого занимался эстрадным направлением. И вообще я считаю, что до сих пор еще не развил свой потенциал. Может, это потому, что мое мировоззрение постоянно меняется? Ведь и голос меняется каждые 7-8 лет. Молодым нужно становиться личностями, не однодневными певцами, и стремиться оставить какой-то след в жизни. 14 сентября 2020 года, совсем недавно, Сундет Байгожин был назначен руководителем Кустанайской областной филармонии, и он уже не является ведущим солистом Астана-опера. Не знаю, плохо это или хорошо. Это, конечно, административная работа, и сможет ли он продолжать работать над своим творчеством, это для нас большой вопрос. Я думаю, Сундет Байгожин ищет свой собственный путь развития. Возможно, один из путей является присоединиться к Димашу и попробовать свои силы в Америке. И поехал я в Нью-Йорк, пригласили. 600 с чем-то человек участвовало. 2 недели идет конкурс. Я лежу в этой гостинице. Спасибо огромное господину послу, сейчас нынешний министр иностранных дел Хайрат Абдрахман, который меня встретил, приютил меня. Я участвовал на конкурсе, и я пошел до финала. У нас оставалось 36 человек. И 600 со всего мира в Нью-Йорке. И когда меня вызывают и говорят, что у вас все хорошо, все отлично, мы хотим взять, но у вас нету грин-карты, но у вас английский плохой. Я говорю, итальянский зато у меня perfect. И вот это вот все видно было, что они тоже не знают, мой потенциал они не увидели. И это мне такой удар был. Как вы не видите, я же пою. Я же для этого театра сделаю очень многое. Дайте мне эту шанс. И тут проходит человек, у которого и как раз собирается Нью-Йорк, у него грин-карта, все. И вот это стало для меня ударом. Это же мечта петь Метрополитен опера, там начинать. Сундет Байгожин признавался, что кроме оперы любит джазовое направление. Как раз здесь он сможет развить себя в различных музыкальных направлениях в плане стажировки. Я опять упоминаю о визе O1, которая доступна всем талантливым в искусстве, в бизнесе, науке. После того, как вы подали на эту визу, ответа вы долго ждать не будете. Виза рассматривается 1 или 2 недели, и можно подавать на нее, находясь в Казахстане. У меня на другом канале есть подробная информация об этой визе. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Немного о личной жизни Сундета Байгожина. Это самое сложное в моей жизни период. Голос — это все на втором плане, можно сказать. Семья для меня очень главная и важная в моей жизни. И это расставание далось мне очень сложно. И я до сих пор этот момент, если бы было время, хочу вернуть. Но у меня это нет возможности. Но пройдет время, и я уверен, что я всегда в хороших отношениях с Ириной. Мы расстались френдли, но все равно в будущем думаю, что дочь будет рядом со мной, потому что она в другой стране, она забыла казахский язык, а как она забыла русский язык, кстати? Она учится на японском, в японской школе, и все-таки культура, манера, все, она казашка. Ну да. А восприняла она как новость о том, что должны ехать без тебя? Ну, она уже была осознанна, она уже понимала, и у меня даже есть видеозапись, где она говорит: папа, почему мы не должны жить втроем, почему мы теперь будем жить вдвоем? И я не находил ответ, я говорил только: все будет хорошо, я буду рядом. И это очень сложный момент. Я сам виновник всего того, что случилось. Я за это могу полностью сказать, что вина на моей стороне, потому что я не мог
должным образом дать все внимание, тепло своей семье, так как я был период становления. Представляете, вот начал работать в театре Астана-опера, и вот у меня идет становление, учусь, работаю, постоянно гастроли, куда-то уезжаю, учусь, работаю, там в Италию съездил, вот много-много вот этих моментов, я не мог должным образом постоянно быть в семье, он не мог. Этим самым я, можно сказать, развалил свою семью. Но я в будущем уверен, что моя дочь будет рядом со мной. Я однозначно уверен, и мы никогда не расстанемся в будущем. Певец был женат на балерине из Японии, Сирине Сунагава. У них родилась дочь Сания. В 2015 году союз распался, и Сирине уехала на свою историческую родину в Японию, забрав ребенка. Сундет очень сожалеет об этом, и мы надеемся, что Сундет Байгожин найдет в скором времени свою вторую половинку и лишь попытается вернуть прежние взаимоотношения со своей экс-супругой. И все наладится в жизни Сундета Байгожина. Не знаю, что показать. Честно, здесь скользко очень. Да, получается, ты в 18 лет уехал. И всю свою сознательную жизнь ты, получается, провела за границей, в Казахстане. То есть, может, получается, ты казашка, наверное, больше, чем японка? Нет? Может быть. Ну, как раз вот, прям половина моей жизни была и в Японии, потом в Казахстане. Ну, так, поэтому. Японцы же начало думать не только о себе, то есть, как все на меня смотрят, как они думают. И потом только они начинают, как себя вести, как себя показать. А когда я в Казахстане жила, я прямо то, что я думаю, то, что я хочу, говорила прямо, как я думаю. А в Японии это как-то все думают некрасиво и неудобно так. Должно быть как-то вот так обойти, ну, то есть намекать, чтобы они сами поняли. Все, друзья, на этом все. До свидания. До следующих встреч. Qui nascer dovrà. Добрый вечер. Сундет, спасибо. Нам было ощущение, что мы не на конкурсе, а уже в оперном театре или на концерте слушаем такого зрелого, опытного певца. Мне это очень приятно слышать свой адрес. Да, спасибо. вы создаете такое впечатление, что вы вообще не волнуетесь, что вы очень уверены. Это так или вы умеете это скрывать? Мне кажется, любой певец, он всегда волнуется, выходя на сцену. Наверное, умеет это скрывать, скорее всего. У меня к вам не оперный вопрос. Мы смотрели видеоролик, который вы прислали. Вы там горцуете на лошади. Лошади — это просто хобби, это страсть? Или это специально выбранный образ эффектный, чтобы всех нас потрясти? Я казах, и это у нас в крови. Лошади — это у нас в крови. И действительно, как вы заметили, это мои лошади все. В конюшне это все мои лошади. Итак, мнение нашего высокого жюри. Господин Бертман. Ну, во-первых, есть князь Игорь прямо уже сразу с лошадью. Это правда. Можно заключать контракт сразу вместе с лошадью. Это во-первых. Ну что, ну мастер. Хочется слушать его больше и больше. Вот и все. Мы будем слушать дальше. Но я с удовольствием, всегда я воспринимаю критику адекватно, поэтому если у вас есть что сказать, я всегда готов слушать и становиться лучше. Нелли, ваша оценка. Мне очень понравился ваш голос. И потом вы первым установили с нами контакт. Что бы я вам посоветовала? Я, конечно, понимаю, что вам пришлось долго ждать. Но вот что касается вашей колоратуры, вы иногда немного перебираете. Высоковато. И еще бы я хотела, чтобы вы побольше пели пьяно. А в остальном это было просто великолепно. Конечно, вы получаете мой голос. Марина. Ну, конечно, потрясающе. Браво, просто браво. Мне понравилось все. Браво, и мой голос, конечно же. Аксель.
Здравствуйте, Сундет. Здравствуйте. Тоже мне очень понравилось. Но раз вы хотели критику, мы вам ее предоставим. Конечно, это было выступление очень высокого уровня. И вот критики. На мой взгляд, было слишком много меццо-форте. А это предполагает, что мы слышим только один оттенок вашего голоса. Но в комической опере Россини мы хотим услышать разные оттенки. Вы должны играть своим голосом. Но в остальном... Я думаю, с вами все в порядке. Я спасибо, благодарю вас за вашу критику. Спасибо. Я буду стараться совершенствоваться. Спасибо. За свое первое выступление Сундет Байгожин получает 4 голоса жюри.